Филипп Киркоров и Людмила Нарусова, мать известной телеведущей Ксении Собчак, наверняка не ожидали, что их имена окажутся в списках санкционных ограничений далекой Австралии. Однако, как говорится, беда не приходит одна, и теперь их имена украшают этот неприятный перечень. Но если бы все ограничивалось только этим, расскажем обо всем по порядку, а пока подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Будет интересно. Итак, австралийские власти обновили свой санкционный список, в который включены как отдельные граждане России, так и компании. Среди прочих, в этом списке оказались и поп-король российской эстрады, и сенатор, мать теледивы. Этот список, опубликованный на официальном сайте Департамента иностранных дел и торговли, предполагает не только финансовые ограничения для включенных в него лиц, но и запрет на въезд в страну. Таким образом, путешествие в Австралию для Киркорова и Нарусовой теперь закрыто. Но это, возможно, только начало их неприятностей в стране и за рубежом. Не исключено, что США и Евросоюз введут санкции против Киркорова. В этом случае ему грозит запрет на въезд в Америку и страны Евросоюза. Такое мнение высказал адвокат Сергей Жорин. Действительно, если они введут санкции против Киркорова, то, разумеется, все его имущество и активы будут заморожены, заявил адвокат. Арест маловероятен, а вот запрет на въезд может быть кроме тех случаев, если он не является гражданином какой-либо страны из перечисленных. Под рестрикции Киркоров может потянуть и тех, кто продолжит партнерство с ним. Эти люди рискуют подпасть под вторичные санкции. Будет запрещено иметь с ним какое-то дело, взаимодействовать. Те, кто продолжит с ним вести дела, могут подпасть под вторичные санкции, отметил Жорин. С ним нельзя будет заключать договор, производить оплату и так далее. Если его внесут в санкционный список, для его контрагентов, партнеров также будет опасность подпасть под вторичные санкции, если они продолжат с ним взаимодействовать. Также пишут, что за Киркорова плотно взялась налоговая. Обвинения против певца были выдвинуты еще после недавней поездки из России, однако сейчас ситуация изменилась. В ФНС приняли решение ликвидировать юридическое лицо народного артиста Филипп Киркоров Корпорейшн, где доля музыканта составляла 90%. Скандальная вечеринка, устроенная известным блогером, стала последней каплей, разрушившей негласное соглашение между представителями элиты и общественностью. Долгое время многие знаменитости, включая звезд шоу-бизнеса и бизнесменов, предпочитали сохранять молчание по острым вопросам, избегая политических заявлений. С начала конфликта в нашем обществе то и дело всплывал вопрос «Где ты был 8 лет?». Но ответ давали далеко не все, заметил политический обозреватель Андрей Перлов в программе «Скрытые смыслы». Несмотря на все, многие представители шоу-бизнеса, так называемой творческой интеллигенции, бизнес-элиты продолжили придерживаться прежней тактики в отношении событий и разногласий с соседями молчать. Наметился общественный договор, согласно которому очень существенная часть наших публичных элит, знаменитостей, оставаясь вроде как лояльной по отношению к государственной власти, каким-то образом выторговала себе молчаливое право не говорить о том, что происходит в соседней стране, не говорить о ведущейся борьбе, не участвовать в процессе, не помогать. Но, разумеется, и не ругать, не вставать на сторону противника, пояснил эксперт. Однако после шумного и вызывающего мероприятия, которое оказалось игнорированием серьезных событий в стране, общество потребовало открытости и честности от своих идолов. Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие знаменитости, которых ранее не трогали политические вопросы, оказались в центре внимания. Киркоров, понимая, что прежние методы больше не работают, решил действовать и отправился в Донбасс, пытаясь таким образом искупить грехи и реабилитироваться перед общественностью. Но ожидаемо, там ему не были рады, зря старался Филипп Бедросович. В то же время Андрей Ковалев, музыкант и общественный деятель, в интервью выразил мнение, что извинения Киркорова не звучат искренне. Он также предположил, что у звезд есть мощная поддержка на высоком уровне, которая обычно помогает им избегать последствий во время скандалов. Конечно, кто-то за этим стоит. Кто мог такое разрешить? Вы помните, на вторую часть вечеринки приехала полиция и быстро уехала. Почему не была пресечена эта вторая часть на второй день, когда за деньги уже собирались не звезды, а обычные люди? Нет, пора с этим позором заканчивать. Это все не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу и к России, это надо заканчивать. А теперь Киркорова вновь увидели на экранах.
правда в обновленном, весьма сдержанном виде, отметила ведущая телеканала 360 Екатерина Малашенко. Насколько искренним является раскаяние самопровозглашенного поп-короля. Малашенко напомнила, что на фоне скандала с «Не той дверью» Киркоров отправился в США на концерт Мадонны. Однако, вернувшись в Россию, певец обнаружил, что его здесь никто не ждал. Киркоров посетил Донецк, пообещал помочь протезами и медикаментами, хотя местные и заподозрили артиста в лицемерии. Не исключено, что теперь Киркоров может остаться без зрителя. Продюсер и режиссер Виктор Кин пояснил, что появление певца в жюри шоу «Маска» на НТВ не означает, что общество его простило. Вполне возможно, что певцу устроят зрительский бойкот. А как обстоят дела с Ксенией Собчак и ее матерью Людмилой Нарусовой? А клан Собчак продолжает оставаться в эпицентре скандалов. Путешествие Ксении и ее матери по Испании вызвало бурю обсуждений, особенно после того, как стало известно, что у Людмилы Нарусовой не было на это официального разрешения. Ксения, пытаясь сгладить углы, неудачно попыталась убедить общественность в том, что экзотические пейзажи были найдены на родине, в Петербурге, что только добавило нелепости ситуации. К тому же, слухи о двойном гражданстве Нарусовой подкинули дров в огонь, в результате чего было начато расследование в высоких кругах. Однако оно быстро утратило актуальность на фоне других резонансных событий. Когда телеканал НТВ выпустил документальный фильм, раскрывающий нелицеприятные моменты из жизни семьи Собчак, разговоры обострились. Ксения Анатольевна, чья честь и достоинство были задеты, заявила о своем намерении обратиться в суд. Согласно информации от инсайдеров телеграм-канала Вин-Вин, Людмила Нарусова может потерять доступ к государственной тайне и возможность участвовать в заседаниях Совета Федерации. Хотя эта информация еще не подтверждена официально. Предполагается, что Ксения возмутится, если это произойдет, считая такие меры несправедливыми. Политологи предостерегают мать и дочь Собчак от возможных неблагоприятных последствий их действий, указывая на вероятность того, что им придется отвечать перед законом. Тем не менее, Ксения не прекращает спорить и провоцировать новые скандалы. Вопрос, который задавал Никита Сергеевич Михалков, известный режиссер, который также почувствовал на себе последствия действий Ксении Собчак, звучит все более актуально. Может, ее наконец прогонят? Сколько еще придется терпеть и Нарусову, и ее дочку? А депутат Государственной Думы, политолог, журналист и предприниматель Александр Бородай заявил, что этой дамочке давно пора пополнить список иностранных агентов и лишить имущества в России. Вместе с этим адвокат Сергей Жорин считает, что скандальную журналистку и в самом деле могут признать иноагентом, поскольку критерии этого статуса весьма размыты. По мнению адвоката, при большом желании в соответствующий реестр можно занести любого человека. Страшно представить, что будет с семейством, если против них введут санкции не только в Евросоюзе, но и сделают иностранными агентами в России. На этом все на сегодня. Не забудьте подписаться на канал. Всем пока!